Здравствуйте, друзья! Манильский мейджор подходит к концу, и самое время подбить некие итоги этого турнира. Помогать мне в этом будет Ваня, вернее, он будет нашим главным героем этого интервью. Вань, сразу такой вопрос. Вот вы вошли в восьмерку лучших команд этого турнира, и фактически гарантированный инвайт на International у вас есть. В целом, ты доволен этим результатом? Ну, пока мы еще надеемся, на то, что инвайт у нас есть на 100%. Еще, наверное, есть моменты. Будет вот ESL Франкфурт, куда мы сейчас поедем. Там, возможно, выиграют Колы либо Альянсы. И таким образом в восьмерку мы уже не будем попадать. Вот. Ну, судя того, что было всегда на интернешнлах, инвайтов было около там 13-14. То есть будут еще 4 инвайта и 4 вайлдкарда. 4 квалы. Поэтому, возможно, мы уже попадаем, да, на интернешнл и будем стараться. Топ-8, честно, не очень мы довольны. Мы надеялись чуть выше занять место. Пусть даже если не выиграть, то... Ну, топ-8 это был наш минимум. То есть, ну так себе, сейчас расстроены. Не, ну план минимум выполнили, плюс вам еще попались такие команды, как бы, которые сейчас играют, вот они в четверке лучших вас в плей-оффе сначала вы отлетели от OG и потом Liquid. Вообще, давай вот пройдемся как раз по этим играм. Вот что не так, чего именно не хватает? Вот, либо это OG и Liquid сейчас такие, ну да, они жесткие, но вот чего, как ты думаешь, по твоим впечатлениям, ощущениям внутренним вам не хватило в играх? Ну, если не брать, не учитывая тот факт, что они действительно заняли на эпицентре топ-3, обе эти команды, Ликвиды, выиграли его, а OG стали топ-3. Здесь они тоже уже в тройке, грубо говоря, то есть у Ликвидов игра с ЛГД, у них хорошие шансы, и сейчас 1-1 с Ньюби играет ОГ, то есть ОГ тоже могут быть в двойке. Помимо этих всех факторов, мы играли, насколько мы разбирали эти все игры и так далее, у нас все шло хорошо где-то минуты до 20, а потом все сыпалось за 2-3 минуты. Мы вот шли с равными нетворсами, все у нас было отлично. Может где-то с пиками перемудрили, может где-то жадно взяли, может где-то наоборот слишком так не настроились на лейт, поэтому пытались играть быстро и быстро проигрывали. Поэтому так и проигрывали за эти 3 минуты. Ну, в общем, все сыпалось за 3 минуты. Не знаю, как это объяснить. То ли мы переволновались, то ли отсутствие полностью нашей инициативы. То есть мы играем эти 20 минут, потом они делают один мув, на который мы не можем ответить, и проигрываем сразу же игру. Такое нету больше, не было ни одной такой игры, похожей, как у нас на турнире. Все играют, качаются, то есть туда идут, в эту сторону качели, в эту сторону. А у нас как бы в одну сторону нас переезжали после 20-25 минуты. Эти как раз 4 игры. Вот, ну, честно, от себя и от команды мы бы, возможно, выступили лучше, если бы не попади на вот как раз Liquid и OG. Это как раз наши такие две самые неприятные команды, которые мы даже чуть побаиваемся. Вот. Такой вот результат. Ну, по факту ожидать, что тебе повезет сетка, это такой вариант. Как бы. С сеткой, конечно, да. Везет, не везет, тут как у каждого, так все в равных условиях, но конкретно у нас против этих двух команд очень плохая статистика, даже на КВшках, то есть мы играем с ними, они делают что хотят абсолютно. Но они просто такое впечатление, как будто нас даже за соперников не считают, даже на КВшках, то есть переезжают тогда. Мы пытаемся что-то сделать, выигрываем, то есть ну, больше подходим к игре, чем они, а они все равно выигрывают. Получается, ключик не нашли. Это ты говоришь только про команды Liquid и OG, а с другими более-менее у вас на С равных. ними у нас все отлично летит. У нас очень хорошая статистика здесь с китайскими командами, с азиатскими командами, то есть с американскими. Мы, по-моему, не играли, но это было бы хорошее, я думаю. А здесь как бы такие вот команды, такие игроки. Может, потому что мы уже все друг друга давно знаем, и игроки тоже знают, поэтому как бы они, ну, обе эти команды основались после Т5 как раз. И они до сих пор играют вместе, без остановок и так далее. У нас же были развалы, были там взлеты, падения, квалификации. У нас были квалификации на квалификациях. Мы тренировались с командами, ну, не такого уровня, как они, а они уже ездят целый год, получается, по топовым турнирам, встречаются в финалах, на сценах, все это проходят, как бы у них все это отлажено. Вот, наверное, это их преимущество над нами. То есть получается время, по сути, и дать вам немного больше времени, сыграетесь, да? Нет, тут дело уже идет не сыграетесь, а вот просто понимание, что делать на таком турнире, в такой стадии, уверенность подходить без волнения, без мандража и всего остального. И как бы не бояться совершать ошибки. У нас очень много
идет моментов, где мы боимся рисковать, соответственно, не берем свое. То есть они же, наоборот, играют в свою игру, делают, что хотят по карте, и где-то получают от этого свои плоды, свои бонусы лишние, которые не должны были получить при обычной равной игре. Ну да, получается, тут самая такая главная проблема — это не бояться и действовать. То есть, а как вообще это бороть? Только выступлениями на турнирах, на ланах, перед толпой? Я считаю, это, да, должна быть уверенность плюс посещаемость ланов. То есть мы, на самом деле, посетили очень мало ланов этой командой вместе, этим составом, поэтому у нас нет такого опыта, как у них. Но дело даже не в опыте, мы и так, грубо говоря, все опытные ребята. Ну, тут просто действительно слаженность и вот не боязнь проиграть. Мы боимся проиграть, потому что у нас этих турниров очень мало. Мы боимся, что мы сейчас проиграем и больше на них не попадем. Они же этого не боятся, они играют и играют, потому что они знают, ну ничего, сейчас турнир проиграем, будет следующий. Они рискуют, делают, что хотят, у них есть такое вот преимущество над У нами. них гарантированные инвайты, по сути, везде сейчас есть. Да, есть. У нас же как бы их меньше, мы за них боремся, мы не хотим падать опять в квалификации, пытаемся выступать хотя бы вот минимум брать, чтобы попадать на следующий, таким образом нарастить свой как бы опыт, свой багаж и выступать лучше. Но все равно, тем не менее, вот вы за последние 2 месяца у вас был очень плотный график, буткемпы, сколько, 4 турнира где-то вы посетили, все-таки тоже это же дало свои плоды. В восьмерку, вот здесь на восьмерку попасть действительно не так-то просто. Многие команды поотлетали, поэтому я думаю, что у вас было нормальное время, чтобы сыграться. И сейчас впереди будет ESL. Кстати, вот у вас первая игра против OG как раз, уже известный посев. Вот. Может, уже пора все найти, какой-то ключик к ним. Ну, мы надеемся, что это будет. Мы надеемся, что они здесь выиграют. Мы будем уверены, в том, что мы проиграли чемпионов, они здесь набухаются. И вот во Франкфурте мы покажем себя. На самом деле там в группе у нас еще есть LGD и Колы. То есть даже если с ними что-то пойдет не так опять, я не знаю, опять, если что-то, они уже 9-0 нас обыграют, тогда мы будем уже пытаться отыграться на OG, ЛГД и Колах. Вот. Такой вопрос. Вот как ты думаешь, кто вообще не так? Как ты думаешь, сколько инвайтов нужно вообще раздавать? На этот мейджор было 12 инвайтов. Вот оптимальная система, сколько должно быть инвайтов на такие огромнейшие турниры, как мейджор и как интернешнл? До этого турнира я считал, что их нужно раздавать около 12. И это было нормой хотя бы под той, даже не 12, можно их раздавать 10, чтобы с 4 регионов пошло по одной команде, и еще 2 команды приехали по вайлдкарду. То есть 4 команды приехало и разыгрывало бы их здесь, еще оставшиеся 2 слота. То есть я считаю, что, наверное, 10 – это оптимальное количество команд. Если ты будешь их делать 4, то есть как бы Valve зачем-то создали эти мейджоры, и вот представьте себе, что в четверку не войдут OG, победители первого мейджора. То есть, допустим, они сейчас не играют не так хорошо и проваливаются. Их же все равно надо пригласить за мейджор. Надо в четверку, а они уже слабые. Или еще кто-то. То есть, ну, как можно пригласить 4 команды всего лишь? Возможно, это и правильно. То есть, возможно, надо приглашать всего лишь одну команду, это чемпиона прошлого турнира, а все остальное разыгрывать на квалификации. Но на это просто нет времени. Вот. А если делать 8 инвайтов, и делать по... Ну, грубо говоря, мы уедем тогда играть в Америку. Нам нет смысла отбираться здесь на квалификациях в Европе, потому что здесь идет какая-то жесткая мясорубка между командами, с которыми мы очень много играем, они от нас знают все и так далее. Мы проще поедем как DC, поедем в Америку и будем там играть совсем с другой дотой, которая нас не знает, мы будем там себя показывать. Ну, и, может, войдем в топ-2, будем ходить в топ-2 легко и получать эти же инвайты. Нечестно будет? Ну, я думаю, нет. В Китае же никто не поедет сюда отбираться. Тут вообще как бы похоронен сразу же. Тут ты в двойку вообще не попадешь. Поэтому вот, будут команды вот так вот разъезжаться, кто-то будет ехать в Азию, потому что MVP и Fnatic будут получать инвайты, а остальные там остаются ТНЦ и Минески, да, ТНЦ и Минески, правильно. С ними можно бороться за инвайт спокойно. Намного сложнее бороться с китайцами за эти же 2 инвайта, намного сложнее бороться там с нашими европейскими, то есть там сейчас будут альянсы, еще кто-то, как с ними можно, Virtus.pro, Империя, как с ними бороться за этот один инвайт. Очень тяжело, проще поехать в другую страну.
Хорошо, тогда такой вопрос. ЕГЭ, бывшие победители интернешнала. Что с ними? Как ты думаешь, будут ли Valve делать исключения? Вот, пригласят ли их на интернешнл или же открытые квалификации? То, что я читал в твиттерах, то есть, скорее всего, им не дадут инвайт, потому что лог-состав был придуман именно для этого. И если Valve все-таки дадут им состав, дадут им инвайт, тогда, ну, они получат кучу непонятных вопросов от всех команд, почему мы тогда не можем изменить составы, давайте к нам тоже относиться так же. Но с другой стороны, я почти не сомневаюсь, что в Америке ЕГЭ пройдут open-квалы, то есть я думаю, они на этом много не потеряют. И таким образом, скорее всего, американская команда, вот даже почему в топ-8 не будет инвайтов. Какая-то из американских команд, DC либо Колы, просто обязаны получить инвайт, поэтому топ-8 не будет на интернешнале, потому что ЕГЭ будут еще проходить. Соответственно, на слот уже будет 3 претендента на один. Это будут Колы, DC и ЕГЭ. Это будет очень жестко. Плюс это американский турнир, там должна быть сразу по дефолту одна команда американская, плюс одна пройдет. Поэтому сколько будет инвайтов? 10, 12, не знаю. Слушай, а вот что ты думаешь насчет команды Secret? Им придется проходить открытую квалификацию на европейском регионе, и мне кажется, это просто жесть. Там Best of 1 — это такая рулетка. Вот здесь я пожелаю им удачи, потому что мы уже делаем тут такой ставочки. Я ставлю на самом деле на Полярите, что они пройдут open-квалы первые либо вторые. И еще пройдут, ну, возможно, есть очень хорошие шансы у Team Spirit с хвостом Фаником. И там еще есть очень много сильных миксов, которые, возможно, не получат инвайт на прямые квалификации, поэтому там будет жесткая мясорубка. И это Бо-1. И вот то, что когда-то говорили, с нас смеялись, Бо-1 это рулетка, то есть как тяжело играть в Бо-1, секреты это сейчас прочувствуют. И, возможно, вы действительно не увидите секретов даже на квалификациях. Да, это будет, конечно, интересно посмотреть. А что ты думаешь насчет форматов турниров? Недавно здесь игроки поднимали такую тему, что на интернешнале должен быть такой формат проведения, как был на пятом интернешнале, то есть 2 группы, и там уже раунд-робин система. И вот некоторые игроки здесь говорили, что мы там откажемся от участия, например, на Инте, если будет там формат такой же 4 группы, потому что это очень, да, очень рандомная такая штука, потому что тебя дважды может выбить одна команда. Вот ты что думаешь насчет этого? Тебе все равно, какой формат, не все равно? Твое мнение? Ну, на самом деле, это довольно жестокий формат, да, но мне он нравится больше, чем тот, что был на Т5. На Т5 это была вообще смерть. Бо-2, за победу ты получаешь 3 очка, за ничью 1. И ты хоть сыграй со всеми ничью, у тебя будет всего лишь 5 очков. А кто-то выиграет всего лишь 2 матча и сыграет ничью, он уже перебивает тебя. То есть, ну там он очень... Нет, даже меньше. Просто выиграет 2 игры, и он уже перебивает все твои ничьи, допустим, даже самыми сильными соперниками. Поэтому я за что-то среднее, допустим, те же пусть будут 2 группы по 6 команд, но за победу будут давать 2 очка. За каждую победу в игре будут давать всего лишь 1 очко. За серию из 2 побед не будут давать 3 либо 4, чтобы просто никто-то не вырывался вперед. Вот. GSL, ну я не против этого формата. На самом деле нормальные группы, то есть они примерно все равные, все группы. Вот. Вначале мы думали, что мы вообще попали на группу смерти, потому что я считал Винксов вообще самыми сильными в Китае, Вечеров тоже считался самыми сильными в Китае. И так получилось, что они проиграли. Не знаю, нормальный формат. И 2 раза выбить тебя команда не может. Если ты проигрываешь 2 раза подряд, она выходит со 2-го места. Это уже изначально команда сильнее тебя, и ты слаб. Поэтому иди в лузера. Потому что явный лидер выходит сразу же на 1-е место, а со вторым, да, второму ты можешь проиграть 2 раза подряд. Ну так, извини. Ну, еще до интернешнала, в принципе, много времени, еще будут турниры и вот ESL. Так что, наверное, я желаю вам там хорошо подготовиться. Я так понимаю, у вас сейчас несколько дней отдыха, и потом вы сразу отсюда летите во Франкфурт. Там тоже будет несколько дней для отдыха, буткемпа. Вот, так что, не знаю, желаю вам хорошо там размяться, отдохнуть. Спасибо за интервью. Спасибо, зрители, за то, что смотрели нас. Хочу сказать фанатам, кто нас поддерживает, кто нас не забывает. Не знаю, мы действительно старались, просто вот что-то пошло не так. Вы сейчас все увидите, это действительно вот 2 очень сильных команды. Мы не зря им проиграли, они действительно пока на данный момент на голову выше нас. Но мы будем над этим работать. Надеюсь, к International все будет уже поярче для нас.
Также хочу передать привет своей семье, все меня болеют, поддерживают за меня. Очень приятно. Вот, спасибо, ребят. Спасибо еще раз и до встречи на канале Натус Винсер. Пока.